Сейчас у нас 9 утра. Это в Германии, в городе. Посмотрим на кухни от компании Leicht. Это достаточно дорогие немецкие кухни. Я вам покажу, чем они отличаются от дешевых. Обычно пресс-туры показывают очень тоскливо и скучно, потому что там ничего не показывают и только бухают. Но я сниму вам так же. Мы специально сейчас приехали на фабрику Leicht, которая производит кухни и всю эту вот корпусную мебель. Мы сейчас будем просто сравнивать, как выглядит дорогая кухня и дешевая кухня. Почему вот эта вот кухня, она дорогая, а вот эта вот кухня, она дешевая. Вот, например, у этой кухни у нее нету никаких ручек. У дешевой кухни будет обычная ручка, как вы уже все привыкли. Но давно уже спрос пошел на то, чтобы ручек совсем не было. Когда мы используем систему при нажатии, то нам приходится нажимать на сам фасад. То есть ты такой берешь грязнющими руками и... Поэтому есть вот такие вот ручки скрытого монтажа, называется ручка профиль. Сам корпус вырезается и вставляется профильная такая вот ручка металлическая. В Икее есть вот только такая вот ручка профиль. Она выпиливается в самом фасаде. Но смотрится это, конечно, не так классно. То есть это просто дешевый заменитель ручки профиля. А если посмотреть наполнение кухни икейской, ну вот оно такое. Его в принципе не видно, поэтому на нем, конечно, можно сэкономить. Ложки вроде лежат, вот все лежит. Но не так красиво лежит, но лежит. У дорогих кухонь, когда мы открываем ящик, у них и дорогое наполнение. То есть смотрите, как это все красиво выглядит. Здесь все на своем месте. Каждый ножик, премиальные материалы. Это вот металл, шпон. Все это, в принципе, это все скрыто за глаз. Но когда ты к этому привыкаешь, на самом деле очень трудно потом от этого отказаться. На самом деле дешевые кухни и дорогие кухни, они как бы сделаны в принципе из одних и тех же материалов. Вот икейская кухня, она не дешевая не потому, что она собрана из говна и палок. В принципе все то же самое, но фишка вот в стандартах. Вот эта же у них кухня, она прямо топ, она из дорогих материалов, это из крашеного фасада. И посмотрите стандарты, сейчас просто берем на угол, смотрим. Вот это все, вот здесь торчит. Хочешь ты сделать вровень фасад? Не получится. Такой стандарт. Вроде бы тоже ручка профиль, но сделана по дешевой технологии. Она без ручки профиля металлическая, она просто выпилена в самом фасаде. Поэтому вот здесь вот будет у нас вот такая вот огромная щель в палец, он пролазит сюда. То есть если мы, например, отойдем назад, как выглядит классно такая стена. Просто нет таких стандартов в Икее, как сделать такие ручки. Смотрите, какие здесь детали. Как выглядит эта ручка профиль. Как выглядит эта дверь. Вот это магия. То есть все вроде бы мелочи какие-то там. Но очень удобно и супер красиво, конечно. Вот прямо тут можно посмотреть два варианта оформления угла. Когда мы делаем ручку профиль, ее можно просто прервать, а можно завести за угол. Если прервать, то смотрится, ну, как бы не так классно. Но если завести за угол, смотрится очень круто. Есть стандартные технологии, по которым делают вот этот вот уголочек. А в дешевых, ну вот наших российских, там просто нет этих стандартов, там есть стандарты 90-х. Из-за этого приходится просто несколько месяцев проектировать кухню, заставлять их переделывать. Они вот сделают кухню, а нам приходится делать им там вот эти скосы, потом повороты. В немецкой или итальянской кухне ты просто пришел и купил кухню. Ты точно знаешь, что она классная, за это ты платишь, но если хочешь сэкономить, придется самому. Издалека кажется, что это просто какая-то стена с каким-то комодом. Если бы вот там вот еще не торчал смеситель, то вообще было бы непонятно, что это за комод такой. Такую кухню можно сделать и дешевую. У обычных кухончиков, в принципе, здесь ничего сложного. Тут
Фишка только в дизайне. Но здесь, конечно, это просто готовая кухня, ты приходишь и покупаешь. А если ты делаешь на заказ, как ее уже сделают, уже непонятно. Еще один пример хорошего дизайна. Это кухня островная, такой остров более функциональный, тут больше шкафов, сюда можно зайти, это такая отдельная история. Что нельзя сделать в дешевой кухне? Тут целый шкаф. В шкафу, естественно, можно там много чего хранить. Если бы здесь не было шкафов, можно было бы еще холодильную доску поставить. А вот еще один пример, как сделать остров. Со стороны гостиной это какой-то шкаф. Когда мы его обходим, здесь у нас появляется кухня. А в кухне еще есть еще одна Нарния. Тут она совсем небольшая, эта Нарния, но тоже ничего такая. А это вот умные варочные поверхности от Whirlpool. В последнее время ставим только такие. У них прям встроенная вытяжка. Она реально работает. А вот эта новинка с последнего Esalonia. Это умная варочная поверхность. Она связывается с телефоном и показывает в экранчике рецепты. Посмотрите, как смотрятся очень круто вот эти вертикальные вставки. Это ручки-профили. Для них придется увеличивать на 5 сантиметров саму длину. Это всегда стоит того. Выглядит это всегда очень круто. Дорогих производителей есть еще и дорогие фасады. Не только всякий шпон там и камень, но еще и всякие технологичные штуки. Вот этот фасад, например, на нем не остаются отпечатки. Ну, то есть он очень устойчив к воздействиям всяким. Вот видите, я на нее нажал рукой, и отпечаток потихонечку уходит. А вот и икейские черные фасады. Ну, видите, да, уже? Мне и ляпать-то не надо. Все заляпано. Фасады, например, в Икее. Вот их вроде бы кажется много, но на самом деле дерево есть вот только такое. Если ты захочешь дерево без вот этих обрамлений, то его нет. Есть только с обрамлениями. А это не дерево. Это на самом деле пленка. Вон, посмотрите вот здесь вот. Выглядит на самом деле пленка хорошо. Я как раз к этому я вот не сильно придираюсь. Когда сделали что-то выглядящее хорошо, недорого, это хорошо. Это вот прям молодцы, респект Икее. Вот наконец-то, кстати, в Икее появились каменные столешки. И она уже совсем не дешевая. 112 тысяч рублей. Только столешница. Причем она коротишечная, малюсенькая. Камнем уже никого не удивишь. А у дорогих производителей есть еще и металл. Металл, конечно, очень классно смотрится. Особенно как вот он переходит в раковину. Очень крутая штука. И, ну, естественно, это металл. Металл можно делать очень тоненьким. Шикарный. Вот чтобы не быть голословным, я собрал кухню и там одну, ну, постарался одну и ту же. Такая примерно кухня в Икее. Единственное, она немножко убогая из-за того, что тут нельзя было собрать. Широкие бывают только 80, 60 и 40. Вообще других вариантов нет шкафов. Если хочешь здесь 30, иди нафиг. Если хочешь здесь 90, иди нафиг. Есть проблемы, вот, но я вроде более-менее собрал какую-то кухню с островом. Такая кухня вышла, это с техникой 300 тысяч рублей вышла кухня в Икее. То же самое, ну примерно то же самое. То же самое, конечно, нельзя в ляхте собрать, то есть там все равно будет все правильные примыкания. Вот сейчас пойду покажу. Остров будет вот такой вот, нормальными уголками. Такая кухня примерно выходит 950 тысяч рублей. Но вот если смотреть по цене, то, конечно, кухня от Икеа, она более выигрышная. 300 это как бы лучше, чем 950. Ну вот если сравнивать, то есть, например, Kia Rio. Она стоит там 1 000 000 рублей. И есть какой-нибудь, ну, допустим, самый дешевый Porsche Cayman, они стоят 4 миллиона рублей. Вроде бы тоже машина, вроде бы 4 колеса, но разные. В общем, напишите мне в комментариях, какую бы кухню выбрали вы, за 300 тысяч или за 950. И всем, кому понравилось, ставьте лайки и пока-пока.